Инстинкт стада. Одиночество убивало наших предков быстрее, чем голод или клинок врага. Твой мозг — это не компьютер, а кусок мяса для выживания в дикой среде. Лоретта Бройнинг рубит правду. Для млекопитающего один равно мертв. 1000 лет назад изгнание из общины было страшнее казни. Твой окситоциновый мозг физически не вывозит изоляцию. Кортизол орет, что ты следующая добыча. Мы называем это традициями, но это биологический щит. Ты держишься за своих не из верности, а от страха. Казахская юрта была не просто жильем, а символом того, что ты в безопасности и ты не один. Твоя привязанность — это не выбор, а панический инстинкт не быть съеденным одиночеством. Социальный контракт. Доверие — это самая опасная валюта в твоей голове. Мозг выделяет окситоцин только когда уверен, что его не кинут. Но доверие — это риск. Как кочевнику из окрестностей нынешней Алматы понять, что встречный путник в предгорьях не перережет ему горло? Включается сканер. Свой-чужой. Мы ищем общие корни и ритуалы — это взлом системы безопасности. Находя точки соприкосновения, мозг разрешает. Окей, он предсказуем, впрыскивай окситоцин. Доверие никогда не было бесплатным. Это результат химического анализа, который мы упростили до слова «рахмет» или «рукопожатие». Но внутри тебя все тот же параноик, проверяющий каждого на наличие невидимого кинжала. Окситоциновая агрессия. Твой гормон любви – главная причина, по которой ты ненавидишь других. У окситоцина есть грязный секрет. Чем сильнее мы любим своих, тем больше презираем чужих. Это биологическая защита границ. Твой ресурс ограничен, ты не можешь любить всех. Твоя преданность семье или нации автоматически выставляет прицел на остальных. Мы объединяемся против, чтобы окситоцин бил в голову сильнее. Это топливо для всех войн. Твой мозг – шовинист по рождению, требующий жертв ради чувства единства. Ты чувствуешь тепло рядом со своими только потому, что снаружи враждебный мир других. Тюрьма подражания. Твоя индивидуальность – это иллюзия. Ты просто копия людей, которых давно нет. Выбираешь, как жить? Не смеши мой серотонин. Зеркальные нейроны заставляют тебя копировать группу, чтобы не вылететь на мороз. Традиции — это не наследие, а прошивка без твоего согласия. Ты повторяешь ритуалы вековой давности, потому что мозг боится выделяться. Быть как все — самый дешевый способ получить дозу спокойствия. Ты не уникален, ты эхо, боящееся тишины. Твой стиль и ценности украдены у окружения, чтобы не стать мишенью. Ты заперт в клетке чужих ожиданий, и тебе там чертовски уютно. Инстинкт превосходства. Забудь про альтруизм. Твой мозг хочет только одного – доминировать. Серотонин – это не про радость, это про чувство власти. Млекопитающее без статуса не получает ресурсов. Иерархия – это закон выживания. Уважение к лидеру не этика, а система распределения гормонов. Вожак получает кайф по праву положения, и это гасит драки в стае. Мы создали культ уважения, чтобы не перегрызть глотку соседу. Твой статус – это еда и внимание. Каждый раз, заходя в комнату, твой мозг за долю секунды вычисляет, кто здесь главный, а кто пыль под ногами. Анатомия стыда. Общественное мнение – это химическая кастрация твоей воли. Почему ты боишься позора? Для мозга социальное падение равно смерти. Когда на тебя смотрят с презрением, серотонин падает в ноль, а кортизол заливает мозг кислотой. Стыд – это древний ошейник. Мы боимся осуждения больше нищеты, потому что изгнание из иерархии – худший кошмар. Фраза, что люди скажут, все еще управляет тобой. Это не сознательность, а химия, заставляющая дрожать перед толпой. Ты раб системы, наказывающей тебя депрессией за любую попытку быть собой.
Статусные гонки. Твои траты на имидж – это налог на никчемность твоего эго. Мозг сравнивает твой статус с окружающими ежесекундно. Если у соседа машина круче, твой серотонин испаряется. Огромные траты на имидж и торжества – это гладиаторские бои за положение. Ты берешь долги на годы ради одной ночи, когда мозг прошепчет «мы не хуже других». С точки зрения логики это безумие. Но для биологии это единственный способ заглушить чувство неполноценности. Мы кормим внутренних обезьян золотом, чтобы они не выли от осознания своего низкого места в пищевой цепочке. Ловушка сравнений. Ты покупаешь вещи, чтобы впечатлить людей, на которых тебе плевать. Мозг не умеет радоваться тому, что есть, только тому, что у тебя больше, чем у соседа. Этот механизм заставлял предков искать лучшие земли, но сегодня он стал проклятием. Мы заложники бесконечной гонки и фасадов, за которыми пустота. Твой мозг требует статуса как наркотика, но эффект длится часы. Ты никогда не будешь достаточно хорош для лимбической системы, пока она разводит тебя на ресурсы. Ты бежишь в колесе, которое крутится за счет твоего недовольства собой. Окситоциновый кризис. Твоя преданность – это временная иллюзия, которая скоро тебя разочарует. Окситоцин вызывает привыкание. Когда группа поддерживает – это кайф. Но когда это становится нормой, кайф исчезает, и ты требуешь больше подтверждений и клятв. Почему распадаются союзы? Окситоциновые связи не выдерживают быта. Дружба – это не вечная ценность, а химическая реакция с лимитом времени. Как только выгода союза исчезает, мозг хладнокровно выключает привязанность. Мы все потенциальные предатели в глазах собственной биологии. Хрупкий баланс. Ты либо часть толпы, либо одинокая мишень, оба пути ведут к стрессу. Мозг разрывается быть как все, окситоцин, или быть лучше всех, серотонин. Весь этикет создан, чтобы ты балансировал на этом канате. Выпятишь эго, раздавит коллектив. Сольешься с толпой, потеряешь статус и впадешь в уныние. Жизненный путь – это попытка усидеть на двух разъезжающихся стульях. Ты хочешь быть своим парнем, но тайно мечтаешь, чтобы все признали твое превосходство. Этот вечный конфликт не дает тебе спать по ночам. Цифровое племя джунглей сменились на смартфоны, но ты все еще ищешь одобрение вожака. Мы больше не охотимся, но кочуем по соцсетям. Лайки – новый серотонин. Подписчики – новый клан. Твоя паника из-за удаления комментария – это реакция предка на изгнание из пещеры. Мы перенесли механизмы выживания в цифру, но не научились ими управлять. Ты все тот же примат, ищущий одобрение стаи в телефоне. Твоя самооценка висит на волоске алгоритмов, что делает тебя самым уязвимым существом на планете. Взлом кода. Хватит быть рабом реакций. Пора, наконец, включить мозги. Осознанность – это не эзотерика, а единственный путь к свободе от животного начала. Твои страхи и жажда статуса – просто алгоритмы возрастом в миллионы лет, но у тебя есть разум. Ты не обязан следовать каждой вспышке химии. Ты можешь выбирать быть с группой или идти против. Знание нейробиологии – ключ от клетки. Стань всадником своей судьбы, а не лошадью, которую гонят гормоны. Время выйти из химической тюрьмы. Твой мозг жаждет одобрения, так дай его этому видео. Лайк и подписка – это не просто кнопки. Для твоего мозга это цифровое рукопожатие, подтверждение того, что мы в одной стае. Когда ты нажимаешь на сердечко, ты сигнализируешь системе: этот контент ценен для нашего выживания. Не дай своим гормонам застаиваться. Поддержи канал, чтобы алгоритмы поняли, кто здесь свой. Рахмет за каждый клик. Ты только что укрепил наше общее племя. Увидимся в следующей главе.